Случилось, что в моей семье не обсуждались вообще события тех времен. Отец при мне никогда не рассказывал о том, что с ним было. Я не знаю почему, но вот, но это так. То есть он или не хотел, чтобы мы этого знали, чтобы дети это знали, или ему было очень тяжело это вспоминать. В общем, он маме моей, он что-то рассказывал, какие-то вот такие небольшие какие-то подробности. И все, что я знаю со слов мамы. Но лично от отца я не слышала вообще ни одного слова о том, что с ним было там в те годы. И он вообще был очень такой человек, но он был достаточно закрытый, и вообще по жизни он никогда не жаловался. Вот я никогда не помню ни разу, чтобы отец пожаловался, что ему плохо, что ему больно, что ему тяжело. Никогда. Вот он был очень, очень сильный человек, но он очень все переживал в себе. Очень. Я думаю, что вот то, что с ним случилось тогда в молодости, это наложило такой очень сильный отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Я вот не помню его никогда улыбающимся. Ну, вот не помню. Ну, буквально по пальцам можно сосчитать те разы, когда папа улыбался. А я вот как-то вот у меня вот в памяти он такой всегда очень серьезный, ну, даже вот, может быть, даже угрюмый, ну такой он очень сдержанный, но при этом он очень интеллигентный человек был, но он не рассказывал о себе ничего. В 42-м и в 46-м только освободился он. Тяжелый адский труд, нечеловеческие условия, и многие умирали с голоду, многие не выдерживали. На день был паёк, вот такой вот маленький кусочек хлеба, и надо было как-то вот с этим жить. Отец, вернее, даже не отец, это уже со слов моей мамы. Мама рассказывала, что ей отец рассказывал о том, что некоторые заключенные вот этот кусочек, маленький кусочек хлеба, этот маленький паёк варили, чтобы был больше объем и было ощущение сытости. Но в конечном итоге эти люди все, которые вот варили этот кусочек хлеба, они все умерли с голоду, потому что когда хлеб варился, из него пропадали все ценные питательные вещества. А отец, он не варил хлеб, он вот пытался как-то выжить вот на этом маленьком кусочке хлеба. А летом и весной они спасались тем, что собирали крапиву и варили суп из крапивы. И вот таким образом вот все-таки как-то цинги удалось избежать. Мой отец выжил, но это были страшные годы в его жизни. Ему не разрешили вернуться в родную деревню к матери. То есть ему отказали в прописке, и он оказался в Карелии. Он прожил в Карелии, устроился на
целлюлезно-бумажный комбинат в Сегежу, город Сегежа такой. И там проработал несколько лет. Но пытался все-таки добиться, чтобы ему дали разрешение вернуться к матери. Он писал письмо Ворошилову с просьбой, чтобы ему разрешили вернуться на родину. И вот ему повезло. Ему пришел положительный ответ, и его прописали все-таки обратно вот в родную деревню. Но многим повезло меньше, то есть люди не могли вернуться, многие не смогли вернуться в родные деревни.